как вот работать. Тут это сушится, тут это, не знаю. Вот очередной апгрейд нашей мастерской. Купили вот такой заточной станок, точила мощнейшая, не знаю какая это модель, табличка вся сгнила. Ну здесь отдельно мотор и шпиндель и ременная передача. Тяжелая, килограмм 300-400. Вот лампочка 36 вольт. О, даже лампочка стоит. Круги где-то на 300, наверное, да, 350. Мощнейшие подручники на таком на Т-образном пазу. Просто кнопки. Там, значит, пускатель есть. Так, тут обычно наждак стоял. Тут что-то вроде мелкозернистый какой-то круг. Он тоже сколотый. Так, а то у нас было вот такое маленькое точило. Такое сверло, как вот ты заточишь. Хорошо не заточишь на 40, да, сверло. Здесь вот, пожалуйста, вся режущая кромка входит. Так что, ну или что-нибудь обдирать. Такой станочек нам очень пригодится. Ну тоже надо восстанавливать, все, чистить. Тут кожух из жести, жестяной, не чугунный корпус. То есть даже чтобы поставить сюда вот это маленькое точило наверх, да, как делают, на что-то тут как-то усиливать, переделывать. Так что вот очередной пациент на восстановление. Был он забетонирован вообще полностью в пол. По это место все залито, выдалбливали отбойным молотком. И даже щиток достался нам. Это родной, такой и был, что дает. Да, что? Вот будешь сюда чертежи вешать. Чтобы стружка в глаз не била, надевай очки. И вот еще забрали такую сверлилку. Это обычная 106-я сверлилка. 2N106, или как она там называется. Такой вот маленький патрончик там. Да, и предполагаю, она в рабочем состоянии. Судя по вилке, трехфазная, плоский ремень. Ну, как обычно на таких сверлилках станок считается высокооборотистый. А сколько? 1000 до 8, наверное, оборотов. 8 скоростей от 1000 до 8000 оборотов. Пуск-стоп, освещение. Лампочки нету. Тут должна быть лампочка. Главточ станка ПРО, Московский завод скоростных прецизионных станков. Ну тоже или под восстановление, или а можно сразу продать. Окей, ребята, продолжаем проектировать наш заточной станок. Для увеличения общей жесткости, ну или вот этой вот жесткости станины, я решил добавить ребра. Кроме того, это добавит пространство для размещения крепежных винтов и просто будет удобнее браться за станок для его переноски. Такой вот профиль с Т-образным пазом выбран не случайно. Просто он у меня был. Длинные шлифованные такие бруски, их только нужно распилить. А Т-пазы потом можно будет использовать для прижимов, для фиксации столика. Вот, с одной стороны и с другой. Этот поворотный стол будет перемещаться между направляющими, чтобы можно было изменять радиус заточки. И на этом этапе возник такой интересный вопрос. А сколько должен быть радиус заточки шабера или в каких диапазонах он должен регулироваться? Советский учебник по слесарке рекомендует радиус от 30 до 50 мм. Что-то мне это показалось очень мало, потому что всегда считал, что затачиваю свои шаберы, шаберные пластины с радиусом где-то 300-400 мм. И в комментариях к прошлым двум видео тоже рекомендовали затачивать с радиусом 300, 400, 500 мм. Ну и вот, что-то я засомневался, схватил свои пластины, старые, новые, заводские. И сейчас давайте измерим на самом деле, какой радиус заточки у этих пластин. Так, это пластина номер 1. Зажал вот так в лекальных тисках на фрезерном.
упер наконечник индикатора в режущую кромку. И сейчас будем перемещать стол и измерим выпуклость режущей кромки. Вот верхняя точка 16 соток, да, 0,16 мм. Ну, естественно, пластину надо перед этим выставить, чтобы по краям индикатор показывал 0. Итак, это была пластина номер 1, та, которой я пользовался вот совсем недавно. Вот это пластина номер 2, старая, сточенная уже. Так, имеем 34 сотки, 0,34 мм. А вот это я недавно приобрел пластину, да, ну, заводского изготовления, двойная заточка, да, 2 грани, ВК6ОМ. Она вообще новая, я еще и не шабрил. Так, измеряем выпуклость и получаем 19 соток, ну, почти 2 десятки. Вот это самая первая моя пластина. Она сделана из фрезы, из быстрореза, по-моему, из R18. Заточена для обработки ласточкиных хвостов. Видите, уголки спилены. И тут мы имеем выпуклость 25 соток. Ну, наверное, есть формула для вычисления радиуса по длине хорды и высоте дуги. Но зачем напрягать голову, если есть компас? Строим дугу по 3 точкам, а потом тупо измеряем радиус. И вот это наши 4 пластины. У самой первой был радиус около 100 мм, у второй 50. А самый большой радиус оказался у заводской заточки, почти 150 мм. А у пластины из быстрореза тоже около 100 мм. Таким образом, вот 4 пластины, да, мы взяли. Диапазон радиусов заточки минимальный составляет 50 мм, максимальный 150. Ну, как видите, не 300 и не 400, и тем более не 500 мм. Так что при проектировании нашего станочка будем ориентироваться на этот диапазон от 50 до 150. Примерно такие же числа можно увидеть и на вот этом шаблоне от одной известной фирмы. А если я не ошибаюсь, этот шаблон является репликой шаблона одной малоизвестной фирмы Bayex. Это Bayex шабер! Для закрепления шаберов с круглым стержнем необходима вот такая установочная призма. Ее мы тоже сделаем. Но станочек должен позволять и закрепление плоского шабера. Ну, вот я так упрощенно нарисовал. Вот эта палочка — это шабер. Вылет пластины, лезвие шабера, да, от центра вращения этого столика будет давать нам радиус заточки. Ну и сверху он закрепляется специальным прижимом. Тут пока не нарисован. Ну а теперь давайте продолжим изготовление деталей. Как люди рельсы пилят. Там-то тоже станками пилят. Нет. Да, вот то, что я и говорил.
Продолжаем играть в кубики. Проверим сейчас основную компоновку. Вообще самодельные станки отличаются некой квадратностью, потому что все приходится делать из подручных средств. Возможность отливать какие-то крупные корпусные, крупногабаритные детали есть не у всех. И вот для рабочего макета хорошо подходят вот такие ОСП. Универсально-сборочные приспособления, да, вот эти вот кубики. Они выпускались нашей промышленностью в огромных количествах и в большом ассортименте. А некоторые умудряются собрать станок целиком из ОСП. Ну, недостатком этих кубиков является то, что их очень трудно обработать, потому что они каленые. Но имеют точные геометрические размеры, шлифованные плоскости, базирующие поверхности, пазы и крепежные отверстия, в том числе резьбовые. Вот так устанавливается шабер на призме, регулируется вылет, который задает радиус заточки. Радиус, как нетрудно догадаться, от центра вращения столика до плоскости круга. И пока будет прижиматься вот таким ОСП-шным прижимом, но в перспективе его можно заменить на какой-то специальный прижим, например, эксцентриковый. И вот такими круговыми движениями прямо за ручку того же самого шабера пластина затачивается. То есть изначально была идея того, чтобы пластина затачивалась прямо в шабере, чтобы не надо было ее вынимать оттуда. Пока что у станка не будет вообще никаких подач, вот не считая вот этой круговой, вращательной. Попробуем пока так, а потом посмотрим, есть ли необходимость в установке подачи. В принципе, станок не только для шаберов, но для любого инструмента. Можно будет затачивать любые ковырялки, как, например, вот этот шабер самодельный, да, ну это как скоблилка для краски. И для заточки небольших радиусов нужно весь столик подвести вот так ближе к кругу. Для этого и нужно перемещение столика. Для плоского шабера, да, с плоской державкой лучше сделать специальный адаптер вместо вот этой призмы. Ну, в принципе, по высоте она подходит. Можно оставить и так, но нужно увеличить силу затяжки прижима. А так есть некоторая неопределенность в установке. Нужен какой-то упор с этой стороны. Столик и вот это вот основание столика должно как-то фиксироваться. Тут должны быть прижимы. И использовать точные шлифованные кубики ОСП в качестве подкладок, как бы расточительно. Можно было бы отлить какую-то алюминиевую проставку, потому что что-то алюминиевого кирпича не попадается нужного размера. А пока что поставим вот такие мощнейшие стальные бруски. Тяжесть – это хорошо. Тяжесть – это надежно. Я их так предварительно зачистил, ободрал. Надо будет еще фрезернуть в размер. И вот так столик можно подвести вообще близко, вплотную к кругу. И можно будет затачивать по радиусу даже мелкий инструмент. Например, вот такой шаберок. Ну, тут уже слишком большая призма, нужно ее укорачивать. То есть для разного инструмента нужны будут разные адаптеры. Ну, вот так пока получается. Железо мощное. Станки, которые у меня есть в наличии, маленькие, поэтому обработка ведется долго. Давайте на этом месте припаркуемся и продолжим в следующей серии.